Встречаем на льду участников первой группы. Роман Савосин, Москва. Александр Мельников, Москва. Даниил Самсонов, Москва. Дамир Черипко, Краснодарский край. Семен Соловьев, Санкт-Петербург. Григорий Федоров, Москва. Разрешена разминка. Первая разминка в мужском одиночном катании в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию. И мы в колыбели этого вида спорта в Санкт-Петербурге, в Дворце спорта «Юбилейный», где рождается история каждый день уже на протяжении такого количества лет. Я рядом с героями этого вида спорта на комментаторской позиции, призером Олимпийских игр Михаилом Калидой и чемпионом Олимпийских игр Алексеем Ягудиным. Мы будем всматриваться, мы будем страдать, мы будем рыдать, и мы будем комментировать и наслаждаться. Привет, ребята! Всем привет! Всем привет! Да, однозначно мы надеемся, что не только мы, но и все зрители, и в том числе, и в первую очередь, все фигуристы будут, наоборот, радоваться от своих прокатов. Позади сложные дни чемпионата России по фигурному катанию. И сегодня оставшиеся 18 самых сильных нашей страны одиночника поборются за звание быть, самым VIP этого сезона. А это значит, что сегодня будут разыгрываться медали в мужском одиночном катании и звание чемпиона России. Михаил, как ты себя чувствуешь? Герой Михаил. Замечательно чувствую. И чувствую еще некую такую волнительную, но в то же время расслабленную атмосферу, потому что ребята выходили, они махали руками в камеру, как-то причесывались, то есть были такие немножечко навеселе, и очень надеемся, что сегодня такой настрой им поможет. Ну, а вот вообще, как относятся спортсмены к первой разминке, если они в нее попадают? С сожалением, я думаю. С сожалением, но потом как-то выдыхают перед выступлением, иначе как себя... Мама, папа нас показывают с Мишкой, с Васей. Да. Привет Михаилу Семеновичу, Петру Валентиновичу и Александру Валерьяновичу. Все. Можно ставить точку. Но все-таки выдыхают в первой группе участники перед началом катания? Или вот эта обида, это расстройство, оно как-то давлеет? Я думаю, Никогда не были в первой разминке с Мишей, поэтому нам сложно судить. Действительно. Я думаю, что ребята сейчас пытаются просто настроиться совершенно спокойно. Пришел, увидел, откатал, сделал свою работу, и все. И уже со спокойной душой в Новый год. Ну и как иллюстрация того, что первая разминка – это не приговор, мы вспоминаем историю одних Олимпийских игр и одного персонажа. Собственно, по удачному стечению обстоятельств он тоже был одиночником, мужчиной. Нейтан Чен, который после исполнения короткой программы был на каком месте? На 20, по-моему, или на 19-м, или на 18-м. Он был в первой группе, да. Он был далеко от пьедестала, что показала произвольная программа, а то, что в нашей жизни продолжать нужно верить в чудеса. И не только в канун Нового года, а каждый день нашей жизни. И чудеса при стечении хороших обстоятельств, при желании, чтобы они свершились, обязательно все произойдет. Чудеса случаются, но нужно прикладывать, конечно, усилия. В днем сегодняшнем
вернее, сегодня нужно приложить максимум усилий именно тем, кто находится на льду. И все возможно. Золотые слова, Алексей, золотые. В этой группе участников у нас катаются Роман Савосин, который занимает 18 место. К сожалению, Это самая большая, скорее всего, неудача этого чемпионата. И огромнейший сюрприз. Да, и мы ждем от него совершенно потрясающего выступления в произвольной, чтобы отринуть все, что было накануне в короткой программе. Затем Александр Мельников, ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова, спортсмен. Тоже очень техничный, с сумасшедшим набором прыжков. Даниил Самсонов, чудо-мальчик из школы «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской. Дамир Чирипко из Сочи, где школой руководит Алексей Урманов, олимпийский чемпион. Также воспитанник юбилейного, воспитанник Алексея Николаевича Мишина, наш герой. Семен Соловьев по прозвищу Муромец, который Алексей Ягудин ему дал на одном из этапов Гран-при. Ученик Артура Гачинского на ваших экранах. Этот замечательный в прошлом спортсмен, а ныне самоотверженный тренер. И Григорий Федоров по прозвищу Улыбашка из школы Светланы Соколовской, Станислава Захарова, Виталия Бутикова. Он завершит катание в первой группе, которая обещает нам, безусловно, великолепное шоу и море просто надежд. Вот так, как и называется школа Татьяны Навко. Наши надежды. Да. Надежды. Ну вот сейчас на экране Марк Кондратюк, спортсмен, который тоже, можно сказать, потерял очень многое во время исполнения короткой программы. Казалось бы, один элемент, но стоит он очень дорого, стоит он того, что, по-моему, на 9-м месте сейчас находится спортсмен. Но, опять же, все возможно. На 10-м. На 10-м. Да, на 9-м, что еще удивительное, Влад Дикиджи. Тут просто одно удивление на другом. Но опять же, мы же говорили об этом и в других видах катания. Вот важны не места. Да, ты говорил, что в какой-то группе участников это психологически давит. Но разрыв в баллах от 4 до 12, 7 баллов. Что это такое 7 баллов? Ты помнишь? Это один тройной аксель, Алексей. Нет, я не помню, я это изучил. Помню я только 5-9 и 6-0. А изучил я как раз с Мишей. Мне Миша очень помогает. Удивительно умный, толковый парень. И как в фигурном катании берут подкатки, так я здесь взял подсказку от Миши. Но об этом позже. А сейчас Готовьтесь театр к на льду. шоу. Готовьтесь. Это Роман Савосин, блестящий фигурист в прямом смысле, по ошибке, оказавшийся в самом конце после короткой программы. Так дай же нам драйва, Роман. Пусть на 4 минуты юбилейный превратится в Уэмбли. Possible? Начало оптимистическое, четверной тулуп. Четверной сахар. И сразу еще один четверной тулуп.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. All right. Кайф! Мы начинаем с самой, наверное, яркой, эмоционально-танцевальной программы, которую можно было бы увидеть в мужском произвольном катании. Да, сегодня мы увидим еще так много всего, но Роман – это сплошное наслаждение. Я даже начал расстегивать все куртки всевозможные, которые на мне находятся, потому что здесь, в юбилейном, именно с этого мгновения, с этой программы начинается жарище, причем в прямом этом смысле, несмотря на лед, несмотря на ледовый дворец, но Роман Савосин, человек, который способен поднимать людей со своих кресел и стоя аплодировать. И сегодняшний прокат – показатель того, что действительно, вот, 3 четверных прыжка в самом начале произвольной программы. Да, не без помарок в дальнейшем, но он показал этим прокатом, что, конечно, то место, на котором он был после короткой программы, это не его место. Действительно, прокат получился супер сумасшедшей энергией. Буквально каждый зритель был частью этой программы. И весь юбилейный ходил ходуном, что называется. Стартовый каскад, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. Чистый, уверенный. Четверной сальхов. Под вопросиком. Под вопросиком, но вот торпедры, мы видим, сейчас не находят никаких недокрутов. А вот на следующем, на четверном тулупе, вот как раз, скорее всего, повтор этого прыжка. Но вот здесь, здесь нашли небольшой недокрутик. Но он был в контексте программы, так скажем. Он совершенно не испортил впечатление, чего не могу сказать про дальнейший тройной аксель. Был только лишь одинарный. И Роман так долго на него заходил, настраивался, и прям читалось в глазах, что он уже как будто бы его прыгнул. Ну, то есть немножко перегорел, то есть начал готовиться слишком заранее. И аксель — это его такой пограничный, так скажем, прыжок, который сегодня подвел. Ну, скажем так, вообще техника исполнения прыжков у него особенная. Какая-то такая много своего стиля в заходах, но самое главное, он выполняет их. И я первый раз в жизни видел, чтобы комментаторы Михаил Коляда и Василий Соловьев и танцевали, и хлопали, аплодировали, и еще и пели. Да, я себя в ладоши отбил. Теперь не могу работать на компьютере. То ли еще будет сегодня. Ну, чистое наслаждение эта программа.
Вот все сложилось. Правда, не в первый раз у Романа уже такая творческая, да, программа, но именно сейчас 160 баллов он получает. Ну и будем отталкиваться от этого результата. 215 в общей сложности. И на смену самому взрослому участнику этого турнира выходит самый молодой участник чемпионата России Александр Мельников. 17 лет на этом турнире. Единственный ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова. Но в школе «Легенда» на «Москвиче» на подходе множество талантливых парней. Здесь Александр пока предпоследний после короткой. Но его произвольная с россыпью различных четверных – это повод удивиться и запомнить отличного фигуриста.
можно все выдыхать. И мне кажется, что Саша Мельников, как бы это... Ой, не звучало, но вот он прямо как будто посмотрел, вышел на ледовую арену и вместе с духом Фредди Меркьюри и ушел. Ну, С тяжело. предыдущим спортсменом. Ну, Ну, да, правда, в том это... числе. Я думаю, что вот посмотрев последние 5-7 секунд программы, все читалось. То есть можно было вот по его же хореодвижениям в самом финале программы понять, что ну ничего практически не было в этой программе. И хореография пропала, конечно. Просто здесь это как снежный ком. Если что-то, это как лавина снежная. Это опыт. Это опыт. Да, действительно, это опыт, и просто хочется поддержать Сашу, потому что он самый юный участник, и это его дебют. Разбирать прыжки даже не знаю, вот как-то все действительно буквально с первых тактов музыки, с первых движений все не задалось, и четверной Луц этот, он боролся на тренировке, боролся на 6-минутной разминке. И все этапы Гран-при он старался его делать, иногда раскрывался, иногда там Ну были вот. недокруты, но... Как будто вот терялся, вот начинал прыжок, и в какой-то момент возникали Он вопросы, изначально сомнения. плохо стоял на ногах, и его постоянно вот швыряло то вправо, то влево. И вот если мы рассматриваем четверной Ридбергер, то он просто, что называется, мимо ноги прыгнул. Ну, старался, боролся, и действительно просто хочется пожелать этому юному спортсмену удачи. И ни в коем случае нельзя руки бросать. Опускать. Опускать, бросать, да, выбрасывать. все вместе. Но вот как удивительно тонко чувствуют бывшие спортсмены тех спортсменов, которые сейчас находятся на льду. Вот перед самым выходом Саши Мишка Леда говорит: слушай, он какой-то, по-моему, белый. Да, было И такое, я говорю, ну не потерянный знаю, взгляд был. посмотрим. Ну вот, может быть, действительно перенервничал. И Аксель Жигуль. Суровое испытание пережил Александр Мельников и его да. школа, как я говорил, у Виктории Буцаевой, Виктории Волчковой, которая сама была прекраснейшей фигуристкой. Неоднократный призер, если меня не изменяет память, он пятикратная. Первые 160 баллов. Пятикратный призер европейского первенства. Да, совершенно. Но самое главное, с какой красотой, с какой элегантностью она каталась. И вот сейчас она очень крепкий, на самом деле, тренер. То есть то, что у нее здесь один ученик, и вот его постигла такая неудача, это ни о чем вообще не говорит. Там мощнейшая идет работа в этой школе, и хотелось бы их всех как-то подбодрить, поприветствовать. А это Макар Игнатов на наших экранах в хореографическом зале разминается вместе со всеми участниками следующих разминок. Извините за тавтологию. Мы тебя Исполнение прощаем. Спасибо. произвольной программы Александр Мельников набирает 123,91 балла. Это сильно меньше, понятное дело, чем у Романа Савосина, и он проигрывает. Он далеко, и Александр, не падай духом. На лед приглашается Даниил Самсонов, Москва. Даниил Самсонов катается в произвольной программе под мощную рок-балладу «Дом восходящего солнца». Почитал слова этой песни, послушал музыку. Поется там о загубленных душах молодых людей. Вот как. Если вслушаться в текст, то станет понятно. Все проблемы от отсутствия дисциплины и физической культуры. Воспитательная работа с молодежью прямо сейчас. Четверной Луц.
Это как баланс. Есть хорошо выполненные элементы, есть неудачные. А здесь что-то между. И вроде такое суперское мега начало с четверным луцем. А дальше вот это стиль Даниила Самсонова. Это, кстати, вот в продолжении разговора и дискуссии сегодняшней, утренней и вчерашней по поводу спортсменов, которые могут быть королями тренировок, а потом, когда выходят на старт, и, к сожалению, правда, это вот, ну, человеческие особенности. И слишком, то есть это как весы. И вот перевес в плане Даниила, это в жизни Даниила, это вот волнение, оно, к сожалению, ну вот на 1%, но всегда имеет больший вес, нежели другая чаша Без весов. комментариев. Вот. Мы прокаты не катаем вообще. Первый раз прокатал произвольно. Ну здесь все. Дальше вот можно больше ничего не комментировать. Действительно, без комментариев мы знаем его как прекрасного, ну, катальщика, правда, интересного, интригующего. Но вот каждый раз мелочи, 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 которые вот перечеркивают всю работу. Я бы сказал, что он не только хорошо катается, но и достаточно хорошо прыгает, когда он осторожно это все делает. Сегодня был такой прокат немножко небрежный, и эмоции взяли вверх, и в его взгляде читалось, что ну вот будь что будет, вот пойду на прыжок бездумно, а там как пойдет. Но нет, к сожалению, это серьезный уровень, серьезный старт, и надо было немножко себя придержать в каких-то определенных рамках для того, чтобы, да, пусть были там какие-то недочеты, но забудь ты, проедь, делай дальше. То есть нужно уметь переключаться. А Даня сегодня, мне показалось, начал одно за другое цепляться, и как снежный ком все это начало придавливать его все больше и больше. Я подумал, знаете, что есть спортсмены, для которых, конечно, очень важно сделать именно первый элемент. И потом уже по накатанной идешь, прибавляешь. А в жизни Даниила это не работает. То есть, как бы первый элемент не прошел, это не значит, что дальше он будет отталкиваться от того, что уже было.
То есть, вот как сюрприз, да, четверной луц, а дальше вот череда просто. Вот мы на медленном повторе видели. Перескочил, коснулся, еще какой-то повороте. Не в ногах сегодня был. Вот правда, не в ногах. И как-то вот торопился и на акселе, и потом на втором акселе. Все-таки хочется пожелать Дане такой как бы спортивной дисциплины. То есть лучше сделать меньше, но хорошо. Именно вот в тренировочном процессе. Все это Без каскада. остается Еще и без каскада. в вот нашей сюда. жизни, в данной ситуации в жизни Даниила. Вот есть некий послужной список. Давным-давно уже, да, в 2020 году было 6-е место, потом в 24-м, 25-м 5-е место, 7-е, и сейчас какое. Вот есть, присутствует эта нестабильность уже и в перспективе карьеры, а это уже серьезнее, чем в рамках одной программы. Тем временем спортсмены и тренеры в коридорах юбилейного и в залах хореографических Кофьева сейчас вот на готовятся. экранах. Да, Артур Гачинский, призер чемпионата Европы. И мира. и мира. Да. А вот, кстати, вот сейчас была табличка перед тем, как мы увидели других фигуристов и тренеров. Была табличка тех элементов, которые были выполнены или нет. Был красный и зеленый свет. Это такая же жизнь спортивного у Дани. То да, то нет, туда нет. Вот где-то между все. Сумма за две программы 204. Пусть будет зеленый свет у тебя, Даниил. На данный момент Пока занимает результат второе такой. место. 2-е место за Савосиным. На лед приглашается Ксения Желепинайте Даниил Чирипко, Краснодарский пожимает край. руку, поддерживает спортсмена перед выходом. Очень достойно он, кстати, стартовал накануне на этом чемпионате. Дамир Чирипко катался очень-очень неплохо, но оказался всего на 15-м месте. Но ведь не только статистика делает человека. В произвольной катается под лирические песни о любви и призвании. Кстати, поет сын легендарного вратаря НХЛ Джонатана Руа, Патрик. Поет, хотя хотел стать фигуристом. I was sitting here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. Четверной тулуп. I was sitting here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, have you ever known when you laid your eyes on the perfect work of art? I knew right from the start. Oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. He created this. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all
ветеран чемпионатов России. По-моему, уже в 3-й раз, да, Вась? Да, был в 13-15. Ой, ну вот... Ну, на мой хороший, взгляд, хороший прокат был. Дамир Чирипка. ну, в сравнении с тем, что мы уже видели, да. Вообще, по ходу этого сезона Дамир очень прибавил. И начиная с Магнитогорска, вот по шажку, медленно, но верно, все-таки движется вперед. И он такой, как стойкий оловянный солдатик. Из любого положения все-таки выезжает. Это И вот эта его осторожность, она его и спасает. мини-копия Самарина. Да, но только Саша Самарин катался на большой скорости, и у него такое было прям мощное катание. А Дамир, он все-таки такой более потише. осторожный, аккуратный парень, да. Ну вот, замедленные повторы давайте сейчас проанализируем. Хороший четверной тулуп, аккуратненький, но Да. сделано. Начало программы действительно было неплохое. 4-3 и комбинация тройной аксель, двойной аксель. Он получает не очень большие надбавки от судей за счет того, как раз, что скорость не очень большая, а высота, пролет, то есть все как-то сдержано. И вот единственное падение с четверного тулупа, со второго, вот немножко он через ногу не прошел. Если бы он отпустил верх корпуса, не был бы таким зажатым, он бы сделал его. Ну, я думаю, что если бы, конечно, второй четверной был бы выполнен, то чуть-чуть по-другому вот эта дорожка повела бы нас, всех и зрителей, и его самого в том числе. Да, было ощущение, что немножко расстроился, и это его придавило. А что по катанию, Миш? По скольжению? Потому что мы в основном все прыжки. Я бы сказал, что у него хороший потенциал. Надо просто чуть больше, можно сказать, вовлекаться в процесс скольжения, презентации, хореографии, ну и вращения, естественно. То есть вращение у него В исполнении очень маленькие произвольной надбавки. программы Дамир Чирипка набирает 146,48 балла. Сумма за две программы 223,90. На данный момент он занимает первое место. На данный момент на первом месте с результатом 223 балла Дамир Чирипка, обогнавший Романа Савосина. На лед приглашается Семен Соловьев, Санкт-Петербург. Ученик призера чемпионатов мира и Европы Артура Гачинского в произвольной выступает под треки «Мьюз». Это целая симфония, серьезное произведение в стиле рок. Желаем и Семену настроиться на серьезный лад уже. И лед. Для этого есть все.
Ну вот, уже потихонечку наращивается темп, увеличивается объем. И легких спортсменов, и наши легкие тоже, потому что мы должны вдыхать этот кислород, воздух, чем насыщено это пространство здесь. Но это Мьюз, это уже масштабы немножко другие. Молодец. Молодец, Семен, правда, поборолся. Не идеальный прокат, но уже есть то, что он, чем он может зацепить зрителя. Вот мы с Мишей точно... С Мишей сидели, обсуждали, что у каких-то спортсменов немножко отсутствует эта связь. Не наигранная, не поставленная, да, со зрителем, ну, с теми, кто вокруг. То есть как бы можно оставаться в своем мирке, а можно все-таки немножко делиться частичкой себя с окружающим миром. И вот как раз у Семена вот это что-то есть. Да, у Семена действительно хороший потенциал. Если так быстренько пробежаться по элементам, тройной аксель, в принципе, был неплохой. Я бы сказал, что это лучший вариант исполнения. Но вот тулуп, он просто опять зажался, поехал, слишком рано начал думать о нем. И это его и погубило. Тройной флип, неясное ребро, тройной ридбергер. Во второй части, после комбинированного вращения, сделал хорошую паузу, пришел немножко в себя. Буквально недавно на соревнованиях в Минске он боролся именно со вторым четверным тулупом во второй части программы. Ну вот должна была быть комбинация четверной тулуп, двойной аксель, но просто опять же поторопился. То есть эмоции иногда зашкаливают, и нужно уметь себя держать в определенных рамках. Вот еще раз повторюсь. Дальше тройной луц, тройной тулуп чисто, луц Оллерсальхов чисто и вращение. Молодец. Сегодня постарался. Потому что в Москве именно с последнего вращения он чуть не упал. Рабочий такой прокат был в борьбе. Наверное, один из лучших, да, в сезоне, если не лучший. Ну, один из лучших, да. И он лидирует. Первое место. Надо к максимуму всегда стремиться, Сень, к максимуму всегда. Что ты умеешь? Музыка из фильмов Тарантино дает ритм в произвольной программе Григория Федорова, ученика Светланы Соколовской. Классный ритм. Тарантино же обожает микс ярких персонажей, очень любит. С хорошей драматургической аркой. Ну, с какой аркой? Ну, например, вчера он проигравший, а сегодня раз и победитель. А? Сюжет в стиле Тарантино. I love you, honey bunny. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Say la vie, say the old folks, goes to show you never Четверной флип. Четверной луц. Everybody be cool, this is a robbery! Четверной тулуп. Gotta take a little time, a little
Я определился наконец-то. Вы знаете, первый этап, проведенный Гришем, я прям восхищен был. Второй этап, я говорил и сетовал на то, что практически отсутствует хореография как таковая. Но я понял сейчас этим прокатом, что Гриша Федоров — это один из моих любимчиков этого сезона. С невероятным внутренним, очень богатым миром. Абсолютно умный спортсмен. Начитанный, образованный, интеллигентный. И самое главное, просто россыпь хорошего настроения. И вот та связь, которая должна существовать, которая должна брать тебя и не отпускать, у него может быть в данный момент. Она просачивается, но все равно слишком затянуто небо облаками. Но будет этот цвет и точно мега талантливая личность. А ты сказал, вторая часть отсутствует в хореографии. Где отсутствует хореография? Во второй Целиком. части? Целиком. Да. Целиком хореография. Такие склейки музыкальные, такие движения, они пока как бы имеют проходящий смысл, а не глубокий и осознанный. Но вернемся к тому, что было. Просто Четверной тащил. флип был. Да, действительно, четверной луц, четверной туллуп, тройной аксель. То есть очень сложный прыжковый контент у Гриши. В дополнение твоих слов, Алексей, я хочу добавить, именно хореография, она у него немножечко небрежная, но в этом есть какой-то свой шарм, потому Да, что однозначно. если бы у него было чуть больше доделанности в движениях, именно вот доделанность, она и создает как бы заполненность всей картины вот этой. Спасибо, Миш. Да, Я только просто сейчас. надо Ты навил немножечко меня. не небрежно делать, а вот продолжать, продлевать вот эти движения. Я понял. Для меня Гриша Федоров — это вот как раз в преддверии Нового года, это вот праздник. Это уже та Абсолютно. комната, наполненная и подарками, и конфетти, но это все было уже открыто. И вот самое главное, Грише подготовиться и все упаковать обратно, чтобы было все подготовлено уже к следующему сезону и к следующему Он празднику. справится. У него прекрасный потенциал, замечательные тренеры, и обязательно Спасибо все получится. всем. Все-таки, как-никак, у него есть уже титул чемпиона России по прыжкам. И осталось завоевать титул чемпиона России в принципе. И он очень хорошо и уверенно движется к этому. Вот так все хорошо шло. Вот так все хорошо шло, да.
Больше. 10 Но, баллов, собственно, да. те руки, о которых ты одном говорил, каскаде. которые можно бросить, А но тут не он их только не руки. бросал. Тут не Нет, только я именно руки. про то, что он боролся и тащил все прыжки. Он не Да. сбрасывал И это как раз ответственность. тоже показатель того, что он думающий спортсмен. Вот какая группа уже стоит следующая на выход. Вон, Артем Ковалев, 1,90 м, еле попал в кадр. Произвольной программы Нет Григорий такой Федоров камеры, набирает которая может 161,61 снять его целиком. балла. Сумма за две Лидер программы после 245,37. исполнения своей произвольной Да, программы. он занимает первое После первой место. группы участников. Встречаем на льду участников второй группы. Артем Ковалев, Москва. Никита Сарновский, Москва. Марк Кондратюк, Москва. Владислав Кикиджи, Санкт-Петербург. Макар Игнатов, Московская область. Артур Даниэлян, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Много было пережито и передумано после или в ходе соревнований первой группы участников на чемпионате России, где мужчины катают свои произвольные программы. Натолкнули на множество интересных мыслей и Михаила Коляду, и, конечно же, Алексея Ягудина о том, в чем заключается суть спорта, суть спортивной судьбы и в чем важность каждого движения, каждого выступления сегодня, здесь и сейчас. И сейчас мы продолжим, потому что градус повышается. Это вторая группа участников, а это значит еще больше четверных, но только не в случае с Артуром Даниэляном, но об этом позже. Еще больше эмоций, и это, кстати, в случае с Артуром Даниэляном. И еще больше интриги, потому что прямо здесь, в этой группе участников, внезапно Кондратюк, Кикиджи, Игнатов, как такое вообще было возможно, мы не могли себе представить такого перед началом этого чемпионата. С одной стороны, кажется, что это катастрофа, потому что Кондратюк и Кикиджи, правильно, все верно, и Макар Игнатов, топовые спортсмены нашей страны, оказались по окончанию коротких программ здесь, во второй, а не сильнейшей разминке. Но с другой стороны, это иллюстрация того, насколько уровень фигурного катания нашей страны вырос в последние годы. Правда, я всегда сетовал на то, что вот мужики не могут собраться в нужный момент и все сделать. Но мы видим, что, собственно, и спортсмены, которые находятся в этой разминке, абсолютно легко способны подниматься на высшей ступени пьедестала не только нашего внутреннего чемпионата, но и европейского, когда пустят, я надеюсь, уже со следующего года. Ну и даже на чемпионате мира можно побороться хотя бы за шестерочку, ну и так далее уже. И еще выше. Первым будет кататься Артем Ковалев. Спортсмен, который пропустил 2 чемпионата России из-за травмы. Все мы прекрасно это знаем и переживаем за Артема и желаем ему не только яркого, но и крепкого проката. Вслед за ним ученик Академии Плющенко Никита Сарновский, дебютант этого чемпионата. Победитель финала Гран-при среди юниоров прошлого года. В этом году медленно-медленно, но входит в ритм, но показывает такие прокаты, наполненные и техническими элементами, и интересным катанием.
которая, безусловно, может стать еще интереснее с тем опытом, который он приобретет здесь, сегодня и сейчас. Марк Кондратюк, ученик вот этих замечательных людей, Виталий Будиков, Светлана Соколовская, Станислав Захаров, школа нашей надежды. Марк катался на самом деле в короткой программе замечательно, но вот этот прыжок, который у него всегда получался, четверной сальхов, не получился. И все были в абсолютнейшем шоке. И Дворец спорта, и мы, и тренеры сказали, это что-то новенькое. Да, это было новенькое и из разряда не очень хорошего. Но Марк будет сражаться и не отпустит, конечно. А мы знаем, что с 9-го места взлетают на пьедестал вот так вот. В прошлом году Евгений Семененко был 9-м после короткой программы, а оказался с бронзовой медалью. Команда Олег Татауров, да, команда Владислава Дикиджи, Олег Татауров и Наталья Тушинская, хореограф, которые воспитали этого уникального спортсмена. Обычно мы всегда говорили, Владислав Дикиджи – эталон надежности. И на этом чемпионате вдруг такой сумасшедший сюрприз. Ну, по поводу надежности и так далее, даже самые надежные механизмы и даже швейцарские часы порой встают, и нужно перезаряжать тот или иной организм. И как у любой... это называется у часов. Спасибо большое. Век живи, век учись. Так, тогда перейдем на ТО у машин. То есть все равно, как бы хорошо, быстра машина не была, все равно иногда и маслица подлить, и тормоза проверить. Так что мы живые организмы, и порой этот организм дает сбой. Ничего страшного, жизнь продолжается. В какой-то момент мы можем подумать, что это трагедия всей нашей жизни. Нет, это лишь эпизод. И завтра будет абсолютно новый день. Наверное, спортсмены вообще так не думают. Опытные. Я думаю, что некоторые не думают, и это им в плюс. А те, кто погружается в эту неудачу, эта неудача лишь продолжает по кусочкам разъедать твою нервную систему. Вслед за Владиславом будет кататься Макар Игнатов, который тренируется уже пару лет в Академии Евгения Плющенко вместе с Сергеем Алексеевым, Артемом Значковым и Дмитрием Михайловым. И кататься будет Макар Игнатов сегодня под Джокера. Программа максимально тоже драматичная, раздирающая, интересная. А в завершении этой группы выйдет Артур Даниэлян, который будет соревноваться, ну, по крайней мере, так заявлено по протоколу, с одним только четверным Сальховым. То есть на данном чемпионате это просто вот шок, если посмотреть в список участников. Там 4-4-4-4, тут так 4С. Да, если говорить про Артура, ему достаточно сделать просто хорошо, чисто свой контент. Он получает хорошие баллы. Это вот прелести новой системы судейства. Ну и в чем мы можем быть уверены, это в том, что Артур даст нам сегодня спектакль, как, впрочем, и большинство участников, если не все, вот этой второй вот этот группы. спортсмен, который сейчас на ваших экранах крупным планом, Артем Ковалев, он может, так же, как и Роман Савосин, поднять все трибуны. Чего можно всегда ожидать от этого фигуриста, так это вот взрывчатки прямо на трибуны. Динамита радости, тринитротолуола восторга и пластита артистичности. Четверной сальхов, тройной тулуп.
Четверной Сальков. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Shot to the heart, and you're to blame, darling. You give love a bad name. Shot to the heart, and you're to blame. You give love a bad name. I play my part, and you play your game. You give love a bad name. Bad name. Shot to the heart, and you're to blame. You give love a bad name. Bad name. I play my part, and you play your game. You give love a bad name. Bad name. You give love. You give love. Bad name. You give love. Да, it's my life. Это жизнь не только в данный момент Артема Ковалева, но и всех тех, кто находится в Ледовом дворце юбилейный. Напоминаем, это чемпионат России по фигурному катанию. Самый важный, самый главный турнир, ответственный турнир этого уходящего, к сожалению, сезона. Но впереди еще очень много чего интересного. Вот молодец, просто послушайте, это правда, это отголоски того настроения, которое было создано спортсменом. За исключением одного падения, все было сделано. Практически фантастический прокат от Артема Ковалева. Мы давно его ждем, мы его очень сильно любим, поддерживаем. И зал в юбилейном действительно просто шикарный. Буквально с первого участника, с Романа Савосина, зал включен в процесс. Как ты сказал, мы его давно ждали. Он каждый раз появлялся, но этот поезд проезжал мимо, не останавливаясь. А сегодня он остановился, вышел и еще поздоровался с нами. Спасибо, правда, Артем, спасибо за такой прокат. Какое-то удивительное удовольствие смотреть за его четверными, потому что они в жизни, Ну, как в метров замедленном 90. повторе. Знаешь, обычно четверной прыжок, тык-тык-тык-тык, а здесь... Вау, какая машина взлетает. Бортик по колено. Просто бортик по колено. Очень высокие прыжки у Вот Артема. здесь чуть-чуть, да, Миш, не дошел до ноги? Или как? Да, он просто вот поторопился, надо было корпус чуть-чуть спереди оставить, чтобы удобно было, так скажем, пройти через ногу. Но все-таки... Но дальше вот пошел и вот этот четверной Сальков. Опять ровненько, чистенько. Не чистенько. Все-таки на замедленном повторе было видно, что он приземлился Чуть-чуть. в запятушечку. Как, Небольшой собственно, недокрутик был как все-таки. и на первом четверном.
Но тройные акселя без вопросов. Вот прям сверху приземляется, и это явно чистый прыжок. Есть легкие винтовые порой самолеты, а есть гиганты с 4 двигателями. Вот когда эта машина просто вот так парит над взлетно-посадочной полосой и потом потихонечку садится, это мощь. Это не только в том месте, где происходит действие, а все вокруг затронуто. Артем совершенно потрясающе управляет энергией, залом, и это все чувствуется. На него хочется смотреть еще и еще. Да, его очень любят болельщики, но те зрители, которые собрались здесь, конечно же, поддерживают каждого участника на максимум своих ладошек. Момент он занимает второе место. На лед приглашается Никита Сарновский. Первый Москва. гладиатор на сегодня — Никита Сарновский из Академии Ангелы Плющенко. Когда-нибудь о битвах в юбилейном будут вспоминать как о боях в Римском Колизее. Но только вот руководство Санкт-Петербурга никогда не доведет наш любимый дворец спорта, нашу колыбель фигурного катания до такого состояния, как памятник в Италии. Никогда. Стой! Четверной Луц. Да, еще один четверной Луц. Четверной Сальков.
смешанное немножко чувство. Одно знаю, что тема «Гладиатора», вернее того сюжета, который раскрывался и в киноленте тоже, она очевидна. Это путь преодоления, это путь потерь громаднейших и вновь поиска себя порой в этой жизни. На мой взгляд, Никита сегодня превзошел даже, может быть, мои точно ожидания, потому что 4 четверных прыжка, в том числе 2 самых сложных, это 2 четверных лутса в самом начале, не без помех. С дебютом. Да. И мы поздравляем, конечно. Никиту с дебютом. Очень достойное катание в этом сезоне. Выступал на этапе в Москве, потом через неделю в Сочи. И раз за разом уверенней и уверенней. Четверной луц, двойной тулуп. Замечательно. То есть Прыгнул. это путь обретения скорее получается для Никиты, нежели путь потери. Да, он набирается опыта. Он выходил сегодня на утреннюю тренировку. Он летал, он искал себя, но потом вышел на 6-минутную разминку, и было понятно сразу, что он как будто нашел себя. Он посмотрел на всех, понял, что можно бороться, ничего здесь страшного нет, и пошел вот прям уверенно. И это было здорово. Чуть-чуть не хватило его во второй части программы. Если бы Евгений Викторович мог бы ему во второй части программы еще раз на ухо сказать вот те установки, которые он дал в начале, у него бы еще все получилось. Да. Но уже небольшая такая растерял. Грязь была по ходу программы, и вот такие мелкие ошибочки в виде клевания спиной, касанием рукой льда. Ну вот как бы вторая половина. Вот Женя пока правильно набирать, не терять. То есть много было, да, немножко грязи. Это из-за неопытности, правда. Прыжки у него хорошие, замечательный, классный, перспективный спортсмен. И надо просто не опускать руки, и все обязательно получится. Очень талантливый, классный парень. Будем и самое за ним главное следить. у него, знаешь, что есть, Миш? То, что всегда помогало и Жене Плющенко в том числе. Что бы ни происходило, ты всегда уверен был в том, что он выйдет и сейчас все сделает. Вот есть вот этот мужской... Сами знаете что. Стержень. Стержень, конечно же. Светлана Соколовская нашептывает, настраивает, а мы подсматриваем. Марк Кондратюк готов к выходу. Спасибо, Никит, за такой прокат. 4 четверных прыжка, техника всего лишь 78, потому что первый аксель он сделал сольный, второй у него должен был быть каскад, и он идет как плюс, репит, повтор, и он на этом тоже огромное количество баллов потерял. 2,62 вот судьи ставят. То есть практически как двойной, а сил отнимает немерено. 157,95. Поэтому Никита Сарновский проигрывает Григорию Федорову по сумме 2 программ. На данный момент он занимает второе место. На люк приглашается Марк Кондратюк. Говорят, что произвольная программа Марка Кондратюка – это драма. Но настоящая драма была как раз в короткой программе, после которой он оказался на 10-м месте. Но Марк не был бы Марком, если бы хоть намекнул, как ему тяжело. Сегодня он даст артистизма в произвольный про трагичный фильм. С тем не менее добрым финалом, ведь каждый поступок остается в сердцах даже в самые темные времена. Четверной луч. Четверной тулуп.
4-0 Сальхов. Сальхов, тройной тулуп. Браво! Браво артисту! Браво этой невероятно пронзительной программе! Браво спортсмену! Это просто чудо какое-то. Вот просто до мурашек. Марк так не катал никогда. Спасибо огромное. Это невероятно. Весь зал стоит. Алексей Ягудин плачет. Скотина он просто. За то, что Умеет Марк вставляет тогда. вытащить нервы. Маркусечка. Прекрасный, прекрасный спортсмен, великолепный артист. Спасибо, конечно, родителям, спасибо маме, всем, кто работает с Марком, потому что вот этот чемпионат России этого года подарил нам много прекраснейших, мощнейших прокатов. И вот сегодня Марк, его произвольная прокат, произвольная программа, это уже история, но история навсегда. Здесь было все, и без комментариев, потому что, ну вот, сами просто смотрите медленные повторы. Но главное, поскольку я все-таки люблю улыбаться, а не плакать. Вчера сегодня утром Соколовская говорит, наверное, брошу все, поеду обратно в Норильск. Но теперь есть повод остаться и продолжить работу со своими мега-учениками. Зная Поздравляю. Соколовскую, не исключу, что в Норильске предлагают хорошие условия. Нет, это просто настолько через себя пропускают через себя порой поражения и неудачи своих спортсменов. Наикрутейший Марк. 2 четверных в начале программы. Луц и Тулуп. И 2 четверных во второй части программы. Оба Сальхова. Это именно тот прыжок, который вчера не получился. Но мы были уверены на 100%, что Марк сегодня 100% справится. Каким образом вчера не получился Сальхов, это вообще не укладывается в голове, честно говоря. Ну, это Что действительно это? такая... Откуда? Это действительно ошибка такая, просто из ряда вон. Спасибо Савину за тулуп. Я знаю, что вы смотрите. Спасибо. С ума сходит дворец спорта юбилейный. Невероятный Марк.
Практически 200 баллов в своей произвольной программе, и он впереди. Да. Ну, в сборную попал. На лед приглашается Владислав Дикиджи. Самый неожиданный участник второй разминки. Влад Дикиджи, действующий чемпион, 9-й после короткой. Его программа «Ночь на Лысой горе» в необычной фортепианной обработке. Ну что ж, время бить рекорды. Четверной Луц. Четверной флип. Четверной Сальхов. Четверной Сальхов.
Сложный сезон складывается для Владислава Дикиджи. Это действующий чемпион России. Выстрадал, выстоял, тащил из последних сил. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ой. Невероятные эмоции, просто невероятные. Ну, я понимаю, что, конечно, ты можешь, как Мазалев, простите, но мне просто очень понравилось это выражение, уходить в свой замкнутый мир, абстрагироваться, но ты уже на льду. Но выходить после такого выступления Марка, ты можешь как бы пытаться не видеть, но не услышать оценки и реакцию зрителя, который находится в юбилее, невозможно пройти мимо. И, конечно, какой-то отпечаток этого воздействия, на мой взгляд, все-таки был. Ну, что вообще, вот в этом, как бы, вообще ну, в этом чуть-чуть. сезоне у Влада происходит этап трансформации к осознанности. Да, то Он есть... начинает с пониманием катать, с пониманием тренироваться. И как раз это зачастую и мешает. Может быть, действительно надо отключаться, закрывать уши. Но все равно, так или иначе, у нас здесь на арене такая атмосфера, что прочувствовать можно буквально кожей это все. Он старался, он боролся. И ну, через такие сезоны нужно проходить, потому что нужно, прошлое, конечно. да, было так легко, непринужденно, никакого давления, ни титулов, ничего. Чемпион России. Все, уже как бы обстановка заставляет тебя показывать немножко иное катание. И это и есть давление. Это и есть тот путь становления, как ты говоришь. я уверен, что у Влада хорошее перспективное будущее. У него очень грамотные специалисты. И через этот этап нужно просто перешагнуть и идти дальше. Потому что все у него есть. Евгений Плющенко. Последние слова настройки для Макара Игнатова, который катается следующим. Потяга. Влад Дикиджи. И это 167 баллов. Второй результат как по произвольной, так и по сумме двух программ. Отставание огромное. На данный момент он занимает второе место. На лед приглашается Макар Игнатов. Московская Произвольную область. программу на чемпионате России собирается исполнить Макар Игнатов. С тренерами Ангелов Плющенко Макар подготовил выступление в атмосфере фильма «Джокер». Много драмы, много сумасшествия. И пусть все получится. У Макара, конечно же, не у Джокера. Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Наконец-то чистый уже четверной круг.
just smile. Да, тяжело прошел прокат у Макара Игнатова. И вроде где-то все да вот рядом. И его любимый коронный четверной Ридбергер в самом начале проката. И вот, казалось бы, ну вот чуть-чуть и вот воздуха не хватило, чуть высоты не хватило. Сальхов, тулупы. Тройной аксель перескочил. Ну вот прекрасный же тоже артист на льду. Но когда идет у него... Здесь уже начинается борьба нервов, потому что физически мы отмечали на тренировках, на утренних, все прыгают, все могут. Да, утренняя тренировка прошла, что второй разминки, что заключительный, в общем и целом положительно. Ну, а ты вот говоришь, борьба нервов. Ну, а что вот для Макара Игнатова, для такого опытнейшего фигуриста, нервы? Что это за борьба? Желание подняться наверх, обратно туда. Да. Не упасть, показать максимум свой. Платежная система МИР традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Давайте сейчас посмотрим повторы прыжков. Четверной Ридбергер. Вот опять же, просто не стоял на ноге. Да, вот и как раз тренер Дима Михайлов показывает, что за счет этого он узко как бы пошел. Ну вот чуть-чуть, да, на каждом прыжке. 4-3 хорошо. И было такое ощущение, что он наконец-то пришел в себя, почувствовал почву под ногами. Сделал хорео, подышал, немножечко передохнул, пришел в себя. И вот еще один четверной тулуп. Но вот такое ощущение, что на каждом прыжке чуть-чуть до вот высоты, концентрации, чуть-чуть резкости не хватало. Остроты уже не хватало. Остроты. А как раз за счет того, что ты начинаешь эмоционально гореть, так скажем, острота теряется очень быстро. И до конца программы уже не хватает сил. И ты уже пытаешься найти это, пытаешься от зала подпитаться, от тренера, когда ты там рядом проезжаешь. Но вот порой не хватает. И какой бы ты опытный спортсмен не был, все равно каждый сезон как по новой.
А сейчас уже мы видим, как ребята разминаются. Это участники финальной разминки. Петр Гуменник был на ваших экранах. Ну а мы возвращаемся в Сенкрай, где Женя Плющенко, двукратный олимпийский чемпион. И аплодисменты этому опытнейшему спортсмену Макару Игнатову. Отцу и человеку с богатой спортивной судьбой. Конечно же, аплодисменты и поддержки, и тренерскому штабу, которые сами все очень спортсмены опытные и знают, как это все бывает, и поднимаются, и взлетают. Такова спортивная жизнь, друзья, такова спортивная жизнь. Здоровья семье, Макар, здоровья всем. Иногда даже полезно понять, что какие-то вещи бывают еще ценнее, чем медали. Но для спортсмена это, конечно же, очень-очень болезненная история. 47 сотых. На данный момент он занимает 6-е место. На лед приглашается Артур Даниэлян. Яркие эмоции на льду. Это конек Артура Даниэляна. И не мудрено, что воплощает он в произвольной такую ироничную тему, как «Семейка Адамсов», многоплановую, стильную, с запоминающейся музыкальной начинкой. Компоненты его катания – основное оружие в борьбе за места. Но нужен этот Сальхов. Пусть он единственный, но он нужен. Четверной Сальхов.
играл с нашими чувствами, играл с нашим вниманием, не отпускал ни на секунду. И задача плюс-минус выполнена, конечно, вот в этом варианте только лишь с одним четверным. Нужна была кристальная чистота исполнения абсолютно каждого элемента. И это, к сожалению, под конец программы чуть-чуть пошло. Мы все с вами видели небольшие помарочки, но когда у тебя заявлен лишь один четверной, и по сравнению с теми, кто прыгает по 3, по 4, конечно, опять же повторюсь, но артист. Сегодня во время утренней тренировки мы затронули тему тонкой настройки. И Артур как раз из касты тех спортсменов, которому важна тонкая настройка, потому что он настоящий артист. Да, и действительно ничего не предвещало, сейчас говорит Евгений Рукавицын. Нормально, прыгай спокойно. Дурак. Действительно молодец, боролся, старался доделывать все до конца, не бросал. А сегодня были такие волны, то есть он включался как спортсмен, выключался как артист. И включался как артист, выключался как спортсмен. И вот эти переходы, они должны быть очень четкие. У Артура сегодня было немножечко, иногда его вот эта артистическая составляющая чуть больше накрывала, чем надо. Перетягивала канат на свою сторону. Да, перетягивала внимание просто. Кстати, я обратил внимание, что у нас сейчас один за другим выступили серебряные призеры чемпионата России 21-го с начала года, потом 20-го. Такие два серьезных Артур еще и долгожителя серебряный призер европейского чемпионата. Да, плюс еще и Европа. Сильный спортсмен. Но вот чуть-чуть именно в плане техники, при том, что у Артура, я знаю, что есть, да, Миш, и четверной луц. Есть. Но в этом сезоне он его не демонстрировал. Он решил сделать небольшое отступление от привычного контента. И вот мы сейчас видим, как Марк Кондратюк переживает. Хотя, казалось бы, соперники. Но у нас такая очень френдли дружный коллектив, да. В сборной России, поэтому... Таких явных каких-то конфликтов нет, конечно, нет. Не возникало, все достаточно неплохо общаются. Да, Марк один из самых светлых людей вообще на свете. Ему попереживать за собрата — это просто хлебом не корми. Сам отдаст последнее другу. Да, Моллер вот этот жалко, что тройной сальто. Да, это как раз сейчас Евгений Владимирович говорит про комбинацию тройной аксель, Оллер, тройной сальто, про этот длинный каскад. Выбило из колеи как немножечко, раз. да, подпортил впечатление, потому что после акселя начало его слишком сильно вываливать, и он было видно, как думает перед прыжком. А тут надо было не думать, а просто крутить. Для исполнения произвольной программы Артур Даниэлян набирает 160,11 балла. Сумма задания программы 249,28. На данный момент он занимает 3-е место. Объявляется технический перерыв для подготовки льда. Затем соревнования продолжат участники сильнейшей группы. Итак, после двух групп, выступивших на чемпионате, сейчас впереди Марк Кондратюк с сумасшедшим перевесом по баллам. И он с Женей Медведевой и Максимом Троньковым в Кисенкрай сейчас поделится эмоциями. Заключительный день чемпионата России здесь, в юбилейном Санкт-Петербурге. И какое-то невероятное просто зрелище нам дарят наши мужчины, которые последними разыгрывают свой комплект медалей. Невероятная произвольная программа, очень чисто, очень здорово, выверено каждое движение. Так может только самый титулованный наш одиночник Марк Кондратюк, который после выступления двух разминок лидирует, занимает первую строчку. Марк, ну поделись своими эмоциями, как сегодня, как ты так собрался прежде всего? Наверное, стоит сказать, что я был хорошо готов. И вот эта досадная ошибка в короткой программе, она меня не то чтобы даже расстроила, она меня просто удивила. Потому что это мой самый любимый элемент, самый легкий. И, повторюсь, был хорошо готов. Было досадно. Вот, поэтому хотелось произвольно реабилитироваться.
Особенно это приятно сделать в Питере, в юбилейном. Для меня это знаковый каток. В том числе потому, что когда-то я здесь выиграл чемпионат России. Как сказала Светлана Соколовская, прилетела откуда не ждали после того, как ты вот выходил с короткой программы. Как думаешь, что произошло в короткой? Ну, если именно чисто техническая ошибка, я поспешил, возможно, чуть вошел в раш эмоциональный. И если бы я немножко подержал дугу, буквально там долю секунды, скорее всего, я бы как минимум скрутил бы этот прыжок. Но, к сожалению, так это бывает. Вот то, что прилетело откуда не ждали. Если бы я ошибся на Луце или на Тулупе, это менее стабильные мои элементы. И было бы обидно, но я бы все понял. А здесь прям удивление было. Но я рад, что сегодня получилось хорошо откатать. Я очень хотел прокатать эту программу чисто. И на 2 этапах этот Тулуп, он мешал моему желанию. Вот. И сегодня, когда я прыгнул Тулуп, я уже подумал, фух, слава богу, кажется, сложилось. Есть ли у тебя какой-то секрет? Потому что каждый раз, когда ты выходишь после не очень хорошей короткой программы, вот, ну, казалось бы, ну, не все могут просто взять и сделать. Ты каждый раз просто выходишь и в произвольной программе творишь чудеса какие-то. Вот что ты ешь на завтрак? Я думаю, многих наших зрителей волнует этот вопрос. Как также научиться собираться? Потому что ну, не все спортсмены способны на такое. Я думаю, что 2 программы — это в каком-то смысле 2 разных соревнования. Это разные дни, разные обстоятельства, разные состояния. И если короткая получилось, это не значит, что в произвольной вот нужно делать то же самое, и все обязательно получится. Или наоборот. Каждый день ты приходишь заново, и да, бывает непросто после тяжелых коротких программ себя собрать, но думаю, что конкретно в этом случае, то, что вчера у нас был выходной, мне помогло. Я прям вчера вечером уже сидел в номере и думал, что вот если бы я сегодня выступал, я бы, наверное, не смог. А вот этот день мне как-то помог очиститься, перезагрузиться и прийти с холодной головой сюда кататься. Ну, с результатом тебя пока что рано поздравлять, но мы 100% можем тебе еще раз поаплодировать за такой прекраснейший прокат. Это здорово, что ты сам этим доволен, и я считаю, что для каждого спортсмена это самая большая победа, когда можно действительно самого себя похвалить. Спасибо большое. Да, сегодня я прям доволен собой. Доволен, как давно не был доволен. А с результатом, ну, посмотрим. Пока в 7 лучше. Тогда мы провожаем уже Марка, наверное, немножко ему пора уже передохнуть после произвольной программы, послушать поздравления, которые ему, я уверен, приготовили и соперники, и тренеры, и все, кто находится сейчас в кулуарах там, что мы пока не видим. А к нам уже спешит олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которая тоже готова поделиться с нами своими эмоциями. Она расскажет нам что-то интересное, то, что она увидела, подметила для себя в этих 2 разминках наших мужчин. Аня, привет. Да, всем привет. Эмоции, конечно, очень сложные. Мне кажется, видно, что многим тяжело дается это на чемпионат России. И в мужском одиночном катании в том числе, конечно, еще разминка сильнейших. И мы всем желаем удачи, чистых прокатов, и чтобы у всех все получилось. Но вот сейчас пока наблюдаем, что довольно тяжело все идет. Но вот выделить, конечно же, Марка Кондратюка по горячим следам сразу же, потому что, ну, очень радостно, что после досадной ошибки в короткой программе смог собраться и вот эту произвольную программу откатать настолько чисто и по эмоциям настолько вот захватить зал, что, мне кажется, все в этот момент и не дышали, и следили за его прокатом. Так что Марку аплодисменты и уже поздравления, как минимум, с таким ярким завершением этого чемпионата России. Это, наверное, вот самые яркие эмоции на данный момент. У Макара Игнатова не очень хорошо пошла произвольная программа, хотя мы помним его блестящее выступление на этапе Гран-при России в Москве. Это был прокат жизни. И хотелось бы, конечно, чтобы каждый спортсмен всегда так же катался, но, тем не менее, что-то пошло не так. Как ты думаешь, в чем причина?
У Макара не было ощущения, что прокат полностью развалился или что были какие-то именно вот грубые ошибки, которые сбили. Было Он ощущение, что он боролся. сразу, да, вышел, был немного не в ногах, прокат шел тяжело, и весь прокат это вот была борьба и попытка, наверное, вытащить вот все силы, которые у него были на тот момент, да, то есть не самые удачные приземления сразу же, и вот дальше вот пытался вцепиться в каждый прыжок. Такие прокаты тоже бывают, тоже опыт, но вот сегодня он явно не находился в своем лучшем состоянии для того, чтобы прокатать, да, выдать такой же прокат жизни, как мы видели и на этапах, но тоже тяжело каждое соревнование все больше и больше набирать. Иногда такие спады случаются, к сожалению. Чемпион России прошлого года Владислав Дикиджи. Наверное, все от него ждали какого-то супер перформанса, но тем не менее, что-то вот тоже не так. Как ты думаешь, может быть, это какие-то ожидания его самого от самого себя? Ну вот мы часто как раз вместе называли эту пару Марк Кондратюк и Влад Дикиджи, потому что они рядышком оказались после короткой программы по местам. И это те спортсмены, которых мы точно не привыкли видеть не в сильнейшей разминке и с ошибками в короткой программе. И, конечно, вот как от Марка мы ждали вот этот камбэк и прокат жизни в произвольной, чтобы реабилитироваться. Точно так же мы ждали и от Влада, чтобы он показал, что это была случайность. Вышел и вот снова нас поразил своей стабильностью, которая у него определенно есть. Но сегодня, ну вот тоже будем считать, что это опыт. Я бы не стала драму какую-то большую разводить. Не получилось, да, выдать какой-то гениальный прокат, но такое тоже бывает. Ну, мы, к сожалению, вынуждены прерваться. Уже готова арена в юбилейном к тому, что выйдет сильнейшая группа. Все решится в ближайший час. Оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Встречаем на льду участников третьей группы. Николай Угожаев, Санкт-Петербург. Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург. Матвей Ветлутин, Санкт-Петербург. Андрей Мазалев, Москва. Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Третья разминка в мужской произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию. Как-то нужно выдохнуть, успокоиться, как-то нам всем нужно прийти в себя и сконцентрироваться на происходящем. Мы не... ребята, успокойтесь, вы не катаетесь, ничего, здесь не выступают ваши ученики, да, некоторые из них ваши приятели, я тебе друзья. объясню, Вася, ты никогда не катался, а вот Миша, например, ровно 5 минут назад сказал, что я ведь с этими ребятами буквально несколько лет назад соревновался, и мы знаем друг друга очень хорошо, и поэтому за них переживаешь не просто как сторонний человек, а как будто бы мы братья все. Тут большая такая шведская семья, и мы все друг друга обожаем, любим и переживаем, конечно же, желаем им счастья, любви и всего.
чемпионат Швеции у нас, что ли, здесь проходит? Ну нет, знаете, как большая такая семья, где вот каждому все дороги друг друга. Лёш, мы понимаем, что ты хочешь сказать. Всегда. Я не хочу выдыхать. Я не хочу выдыхать, я хочу вот тот заряд, который подарили уже нам прокаты 12 других спортсменов. Я хочу его оставить в себе и продержать еще вот эту шестерку великолепную. Я хочу, чтобы не с чистого листа, а уже мы начинали этот турнир и теперь только продолжать. И самое главное, вот добавлять то, что мы приобрели от других спортсменов, направлять тем, кто сейчас находится на льду. А на льду находятся 6 спортсменов, первый из которых Николай Угожаев, которого называют открытием сезона взрослого, потому как он выступал на этапах серии Гран-при, какой набор прыжков он исполняет в своей программе. Это ученик Дмитрия Хромина. Ранее тренировался у Вероники Дайнеко. Он уже не впервые выступает на чемпионате России, но то, как он сейчас претендует на награды, то, какие сейчас он предлагает программы, решения, элементы, это, конечно же, совершенно новый уровень, на который он вышел в этом сезоне. Вслед за ним Глеб Лутфулин, команда Алексея Мишина, представленная здесь в самом раскрытом виде, и занимает 5-е место Глеб Лутфулин после короткой программы. Соревнуется с Матвеем Ветлугиным прежде всего. Они так вот близко друг от друга оказались в этой таблице. Матвей Ветлугин, ученик Евгения Рукавицына. И вот Матвей и Глеб, они так здорово выступили на этом чемпионате и долго-долго ждали от них именно такого катания. Все-таки на этапах Гран-при мы за всеми этими спортсменами следили. И сколько раз вот мы вздрогнули после прокатов Матвея и сказали, вот Матвей же может лучше, ну вот подождите. И вот мы дождались, и вот в этой группе участников, ну представляете себе, да, если у нас Кондратюк и Джики Джи были в предыдущей группе участников, как нужно было кататься, чтобы попасть в группу сильнейших. Вот так, как это и делали как раз Матвей и Глеб с лучшими прокатами их в сезоне абсолютно. Ну, а на первых 3 позициях, во-первых, Андрей Мазалев, который тренируется в школе Тутберидзе вместе с Терри Георгиевной, Даниилом Глихенгаузом, Сергеем Дудаковым. 3-е место для него. Это не впервые на чемпионате России, но он снова рвется на пьедестал. Вот сейчас у нас на экранах Петр Гуменник. И, конечно, зал взрывается, когда его фамилия звучит здесь. Знает его не только в юбилейном. В Санкт-Петербурге его знает вся страна и узнает весь мир совсем скоро уже, потому что именно ему представлять нашу великую спортивную державу на зимних Олимпийских играх. И сегодня у него в заявке, посмотрите, внимание, да, на экран, 5 четверных прыжков. 5 четверных прыжка, простите. А ближайшим преследователем Петра Гуменника является Евгений Семененко, отстающий на 3 балла всего лишь. Но еще раз, что это за отставание? Ничего они практически не значат, только немножечко психологического какого-то дополнительного настроя. И, конечно, даже Марк Кондратюк, который на данный момент является лидером этих соревнований, может оказаться на пьедестале. Разминка 6-минутная продолжается. 6 минут на льду для того, чтобы почувствовать лед, публику, почувствовать себя, свои ноги, почувствовать тот драйв, который должен пронести тебя на гребне волны. О, прекраснейший четверной флип. Вау, эталонный в исполнении Матвея Ветлугина. Ну а дальше 6 тех, кто по итогам коротких программ оказались сильнейшие. Остается 5, 4, 3 и так далее секунд до произвольных программ.
сильнейшей шестерки. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Николай Угожаев, Санкт-Петербург. Николай Угожаев на льду. Одна из самых серьезных и насыщенных как техникой, так и творчеством программ, представлена этим фигуристом. Его тренеры Дмитрий Хромин, Николай Морошкин. Хореограф уверены, что раскрывать по ходу сезона такая произвольная позволит Николаю покорять любые вершины, как чемпионат России. Курензис, Рамо, звук света. Четверной тулуп. Четверной лотос. Четверной флип. Вау! Четверной лут.
Sound of Light, звук света. И вот пробивался луч света сегодня периодически в произвольной программе. Причем стояла достаточно солнечная погода, но, к сожалению, тучки порой все-таки закрывали от нас то, что дает энергию. Дают энергию нам четверные прыжки. И удивительно, что самый сложный четверной Луц, и спортсмен упал. А в дальнейшем, уже во второй половине программы... Упал с четверного Ридбергера. Ой, простите, четверной Ридбергер. А потом, под конец, во второй половине программы четверной Луц. Да, заключительным прыжком из четверных у него был как 5. раз Луц. 5 четверных прыжков. Один всего лишь тройной аксель и тройной Луц, Уоллер тройной Сальхов. Контент просто невероятный, очень конкурентоспособный. Но вот если посмотреть на Ридбергер, то немножечко все-таки он не дошел до ноги и прыгнул как бы мимо. Ну вот Но на затем повторе сейчас. Четверной тулуп. Очень уверенно, четко. Смотрите, да. Уже с воздуха Он начал как будто бы раскрываться, уже на осознавая. первом прыжке немножко пришел в себя, так, бух, что я делаю? Я катаю программу. Все, собрался, пошел дальше работать. Ну, на повторе четверной Луц судьи отмечают недокрут, и вправду там это все существовало. Вот четверной флип на повторе. Здесь, по-моему, тоже мог бы быть. Очень много недокрут, сейчас но нет. судьи пересматривают элементов. Ну, вот на четверном Луце ставят так называемую галку, то есть четверть недокрута. Это было явно. Очень такая яркая, эмоциональная программа, и в этом сезоне, я вот еще раз повторюсь, Коля прекрасно это все отыгрывает. Кто-то, может быть, не понимает, но это что-то на высоком. Это про модерн, это про движение вперед. При том, что в короткой программе вообще другое настроение, французский рэп. А тут такая классика в обработочке. Показывает все грани своего таланта. Все верно. Ну вот эта программа могла бы прямо сверкать. Но вот чуть-чуть, вот где-то по мелочам. Коля здесь набирается опыта. Опыта и очень интересная разноплановая вот эта работа, конечно, делает спортсмена чрезвычайно заметным. Но сейчас он 8-й в произвольной программе и лишь 5-й по итогам 2 программ. На лед приглашается Глеб Лутфуллин. Глеб Лутфуллин, действующий серебряный призер чемпионата России. Его тренирует Алексей Мишин. Сегодня у бортика и молодой тренер, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, официально попрощавшаяся с соревновательным льдом как спортсменка, но оставшаяся в обойме как тренер в семье. По признанию самого Глеба, работается с Елизаветой очень интересно. В кайф, сказал он. Произвольная программа «Крестный отец». О делах семейных. Четверной Луц. Brucia la luna in cielo e io brucio da morire. Fuoco che si consuma come un lume cori. L'anima chiace, addolorata. Четверной тулуп, тройной Si тулуп. dà pace chi sta innamorata. И четверной Сальхов.
четверной Сальхов, двойной аксель, двойной аксель. Tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia lume e cori, chi si ti dà qua da io, si ti dà mori, a tu la canto. Non c'è nudo, casa faccia, barconi. Sì, non c'è nudo, casa faccia, barconi. Вы знаете, а я счастлив наблюдать даже вот такой прокат Глеба Лутфуллина, серебряного призера прошлогоднего чемпионата России. Через что же он проходил весь сезон? Абсолютно потерянный был на одном из этапов Гран-при, который проходило, по-моему, в Омске. В Омске, да. В Омске нам казалось, что то ли крючок, то ли что-то происходило, то ли лезвие. Он там болел. Вот он болел. У него были серьезные, трудные времена, через которые нужно было пройти. Здесь на тренировках абсолютно был далек от не то что идеальной формы, а даже такой более-менее хорошей формы. Было много срывов. Особенно он боролся с четверным Луцем. И вот выдать вот такой прокат дорогого стоит. Из последних сил. Почему даже? Прокат был очень даже хороший. Очень хороший. Ну, Алексей имеет в виду, наверное, я имею в виду, что я еще не лучше рассчитывал. может. Я правда не рассчитывал на такой прокат. Я думал, что будет больше ошибок. И слава богу, их не было. Вот на повторе мы видим четверной Луц, который просто практически из гроба достал. Конечно же, недокрут. Он был очевиден. Но вот а дальше пошло уже потихонечку. Он почувствовал кайф. Вот как один прыжок в самом начале может поменять абсолютно все. И настроение, и то, что идет дальше. Все-таки хорошо. Глеб не расклеился. И он сделал и тройной аксель, тройной тулуп, и 4-3 тулуп-тулуп, и Сальхов. И во второй части самый дорогой прыжок четверной Сальхов в комбинации с двумя двойными акселями. 20 баллов он за него получил. Но это был действительно шикарный прыжок, и судьи оценили на GOE очень хороший плюс. Плюс 2.08. Это замечательный каскад. Глеб прекрасно владеет Сальховым. И, как я раньше говорил, он даже пытался пятерной Сальхов сделать. Да, помню такие времена. Программа была выполнена в его стиле, очень аккуратно, элегантно и без всяких лишних движений. Конечно, бы доработать немножко в центре программы дорожку шагов, потому что она выглядела не ярко. И прям вот было видно, что он на ней отдыхает. Но вот прям настолько явно, что все-таки у Глеба немножко не хватает опыта именно маскировать вот эти все моменты. Ничего, обязательно все придет. На 20 баллов у него оценка меньше, чем у Марка Кондратюка в произвольной. И он пропускает вперед Марка. Занимает второе место. На лед приглашается Матвей. Самый Ветлугин, величественный костюм Санкт-Петербург. российского сезона фигурного катания. Матвей Ветлугин признавался, что прыгать четверные под гимн «Боже, царя храни» ему очень страшно. И это добавляет несколько очков к ответственности. Но он не боится этой ответственности. И всегда идет на максимум. И к чемпионату начинает получаться. Вот самое время.
четверной флип. Четверной тулуп. Несите меня во дворец. Там умереть. Матвей Ветлугин! Храни тебя, Матвей! Какой же подарок, а! Ура! Это сумасшедший дом сейчас, это дворец спорта юбилейный. Что происходит сегодня здесь? Что происходило вчера, позавчера? Рекорд за рекордом. Это ж надо было так половину сезона просто в никуда спустить, отдать, отпустить для того, чтобы сейчас вот так взять эти вожжи и натянуть на себя. По-царски, как и было задумано. Четверных. Два нереальных каскада с тройным Ридбергером. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Разрывает всех на этом льду. Абсолютно в этом дворце спорта что-то чудовищное творится. Вот сейчас
Ну, эталонный. Просто давайте просто посмотрим. Это наслаждение в чистом виде. Просто наслаждение. Четверной Ридбергер, четверной флип. Вы посмотрите, ни на йоту вообще не дрогнул ни один мускул. И у Рукавицына тоже. Железная выдержка. Четверной тулуп. Ну, посмотрите, вот. Чисто. У нас сейчас рядом с нашей комментаторской позиции сидит Максим Троньков, и он меня спрашивает, а это Матвей Ветлугин? Да, действительно, это Матвей Ветлугин, и он может так кататься. Другой абсолютно да, периодически человек. он может быть настоящим царем-императором. Вот он шутил в интервью, что была в питерском фигурном катании императрица. Она ушла из спорта, и теперь императором буду я, сказал Матвей. Скромно. Да. Ну, это шутка была, естественно, но это шутка в тему. Но это невероятно. Я никогда не видел Матвея таким. Господи, спасибо за такой чемпионат России. Чемпионат России, как будто это чемпионат вселенной. Я его точно запомню на долгое время. Что делает чемпионат таковым? Вот что? Зрители, место, участники, предыстория. Спортсмены. Те, кто выходит. Мы лишь дополнение. В моменте или в протяженной истории? И в моменте. Это многосерийный фильм. Вы посмотрите. А вот этого не было, если бы не было такого проката. Матвей Ветлугин набирает 180,36 балла. И у Матвея Ветлугина 180 баллов. Это на 15 меньше, чем у Марка Кондратюка в произвольной программе. И Марк остается лидером с преимуществом в 8 баллов. На лед приглашается Андрей Мазалев, Москва. Еще один спортсмен, который на протяжении всего сезона был немножечко в тени, чуть-чуть не добирался до пьедестала. Такой под прикрытием агент 007, агент Андрей Мазалев, его программа из Джеймса Бонда. Вот тоже спектр от артистической расхристанности в короткой к убийственной элегантности в произвольной. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. Четверной тулуп, правильный тулуп. Was it obvious to everybody else that I'd fallen for you were never on my side for once it was paradise. Now you never see me cry.
следующий дверной тулуп. James Bond. Мазалев. Какой же Андрей все-таки Мазалев. яркий артист Андрей Мазалев. И в этом сезоне он постепенно возвращает свои позиции. Да. Сегодня не безупречно. Но в плюс однозначно это чемпионат России для Андрея. Потому что после этапа последнего он прям совсем был такой расстроенный. И было прям видно, что ему нужна хорошая программа. Андрюш, первый аксель мог сделать двойным трюком уж точно, правда? Когда не было барикита. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания России на коньках. Ну что ж, теперь однозначно можно уже сказать, что Марк Кондратюк на пьедестале. А мы говорили, что из 9-го, из 10-го мест можно подниматься. Было бы желание, которое трансформировалось бы в хороший прокат. А они могут. Начал свою программу Андрей Мазалев с четверного сальхова, четверного тулупа в каскаде с тройным тулупом. И вот буквально перед тем, как Андрея вызвал диктор, он сделал несколько попыток, и в глазах его читалось, что сейчас что-то будет. Но не дрогнул. Хочется похвалить. Здорово. Вот прям собрался, стиснул зубы, пошел и сделал. Тройной аксель. Кьюшечка, так называемая, недокрут. И сейчас вот на ваших экранах был тройной аксель повтор. И он идет как тройной аксель плюс репит. И он теряет огромное количество баллов, потому что находят там еще и недокрут. И он получает 73 сотых за этот прыжок. Вот так программа очень яркая. Мне показалось, что сегодня по отдаче, по хореографии это был лучший прокат. Да, я думаю, что даже лучший вот эти слагаемые успеха, потому что есть и короткая, есть и произвольная. И вот как раз мы складываем эти два проката, и правда, очень хорошо, очень. 166,1 балла. 166 баллов — это на 30 почти баллов меньше, чем у Марка Кондратюка в произвольной. Он четвертый по сумме двух программ. Марк на пьедестале. Впереди катание еще двух спортсменов.
На лед приглашается Евгений История Семененко. спортивных сражений Евгения Семененко с Петром Гуменником настолько насыщенная, что достойна экранизации. Да даже в этом сезоне они сражались, и время не стоит на месте. Меняются все, обстоятельства. Новая страница истории пишется на ваших глазах. Сегодня ты генерал, а завтра гладиатор. И так до бесконечности. Четверной Ридегер. Четверной голубь. Четверной сальто в правильную тулуп. Еще один четверной прыжок, четверной сальто.
Потрясающий Женя Семененко сегодня, просто потрясающий. Не было ни разу его такого в этом сезоне, каким он был сейчас. Вот это мужик, настоящий мужик. Вот он, гладиатор, несмотря ни на что. Поздно начал сезон. Да, в не очень мега суперской форме подошел к началу сезона. Но здесь и сейчас вот что отличает мега крутых спортсменов. Спортсменов с большой буквы от рядовых фигуристов. Уникальный парень. Обалдеть. Уникальный. 2 чистых проката. Было? Вот она, нирвана, про которую я говорил на короткой. 3-й шаг, и он был сделан. Спасибо. Ну и сейчас, конечно... Когда с пушки вылетел, я думал, что вылетишь в Африку. Просто герой. Ну, это, конечно, предсказуемо. Как из пушки вылетел, сказал Алексей Николаевич. И действительно, все прыжки настолько четкие, жесткие, твердые, вот без тени сомнения. Какой-то, говорит, непредсказуемый тоже. Посмотрите, вот этот четверной Ридбергер. Да, не совсем прям вот на 1000%, но уверенно на больше 100. И сейчас, когда вы наслаждаетесь повторами тех элементов, которые были сделаны вообще без вопросов, для нас уж точно хочется сказать огромное спасибо семье Мишиных, и Татьяне Мишиной, и Алексею Николаевичу Мишину за то, что вот этот семейный подряд, который работает уже на протяжении многих-многих лет. И сейчас Татьяна Мишина на ваших экранах. Мы все проходим через какие-то сложные моменты жизненные, через болезни. Но самое главное, что вот мы вновь собираемся все вместе для того, чтобы поддержать. И только вместе мы можем выстоять и победить. И пройти этот сложный путь. Болезни, травмы. Болезни или травмы спортсмена переходит, ты проходишь через это так же, как и тренер. Ты пропускаешь это все через себя. Татьяна Мишина, Алексей Мишин. Легенды. И это ведь не потолок, потому что я накануне общался с Женей, и он будет накатывать программу с 5 четверными. Ну вот, а кто 5 четверными владеет, и в произвольной в том числе, это Петя Гуменник на ваших экранах готовится. Ой, как сложно будет. Ну что ж, это подготовка. Это вам не просто отборочный турнир в Пекине. Это чемпионат России. Здесь лучшие и сильнейшие. И Евгений Семененко набирает 195,81. Это на 79 сотых больше, чем у Марка Кондратюка. Конечно, произвольно. И он лидер. Это даже... На лед приглашается Петр Гуменник, Санкт-Петербург. 5 четверных прыжков – это стандартная нагрузка для произвольной программы Петра Первого Гуменника. Это вам не Онегин, которому упорный труд был тошен. Гуменник не дает себе поблажек, даже если соперники позволяют. Но сегодня абсолютно очевидно, удержаться на вершине поможет только максимум. Четверной флип. Четверной луц.
Четверной Сальхов, двойной аксель, двойной аксель. Вы знаете, в целом круто. Мы сейчас расскажем, какие мысли посетили меня, Мишу, что мы обсудили, потому что здесь мы смотрим на Петю с прицелом, конечно же, Олимпийских игр. Того нерва, который присутствует здесь, я думаю, что невозможно было хоть как-то пройти мимо, не посмотрев, не услышав. Прекрасно Петя понимает. Татьяна Анатольевна Тарасова аплодирует Петру Гуменнику, нашей звезде. Никаких нервов не Нерва хватит. нет. Но по правде это лучший чемпионат России, возможно, даже за всю историю его проведения. Да, я, пожалуй, соглашусь. Конечно, надо тебя как-то... Вернее, у тебя отлично, классно. Шляпка. Добрая традиция. Ну а сейчас давайте вернемся, собственно, и к тем мыслям, которые мы друг другу озвучили во время проката. Ну, естественно, давайте идти по расписанию. Шикарнейший четверной флип с огромной высотой, с невероятным выездом. 4.40 надбавки от судей. Четверной луц, который, кстати говоря, не так мягко у него сегодня получался на утренней тренировке, но хорошо собрался, сделал. Молодец. Четверной Ридбергер. Здорово. Двойной Сальхов, тройной Ну вот Тулуп. здесь, да, это какая-то вот, я понимаю, Он это зубцом срыв. Зацепился. Это прям вот такая ошибка, ну, досадная, потому что Петя прекрасно потом переделал этот же Сальхов в комбинации с двумя двойными акселями. Вот как раз сейчас на ваших экранах тот четверной сальхов, который не получился ранее. Во второй части пошел и Мы переделал. ни в коем случае не пытаемся сказать, что все нормально. Нет, правда, был сорван один четверной прыжок, и затем сложнейший каскад тройной луц, тройной Ридбергер. Всего лишь двойной луц в самом начале получился. Но, знаете, когда ты в реальности срываешь прыжок, то потом, ну, зачастую уже вторым прыжком Ридбергер очень сложно сделать. А он конкретно готов. Это вот какие-то такие мелкие шероховатости, но на фоне его полной подготовки и готовности он доработает. 100% доработает, и все будет сиять. Его оценка за технику максимально близка и к Семененко, и к Кондратюку. То есть практически идентичная оценка за технику, но компоненты у Петра Гуменника могут сыграть важнейшую роль в общей сумме. И Гуменник набирает 201. 93 балла на 10 баллов. На 5 баллов он обгоняет Семененко и Кондратюка по компонентам. И с суммой 304 балла это чемпион России впервые в своей жизни Петр Гуменник. Поздравляю!
Ура, ура, ура! Петр Гуменник, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Вот это троица лучших! Третий, второй, первый. Четвертый, пятый. Зрители, на этом программа соревнований чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2026. И я думаю, что сейчас весь дворец спорта не разойдется, потому что сейчас будет, кроме церемонии награждения, важное интервью с чемпионом, которое будет слышно на весь стадион, на все трибуны. И это, конечно, будет чрезвычайно эмоциональное событие. Мы Ну что ж, теперь уже можно точно сказать, с момента. наступающими новогодними праздниками. И сегодняшняя произвольная программа наших мужчин – это лучший подарок, который мы могли вообще получить. Какой день у Тут и Марка добавить нечего. Кондратюка, который откатался чуть ли не в самом начале, и потом сидел, и за всех переживал, и за себя, и за всех. И, конечно же, у Евгения Семененко потрясающий день. Но праздник сегодня у чемпиона, и он в Кисен-Край с нашими интервьюерами. 2026 года позади, и завершился он блестящей произвольной программой Петра Гуменника, который впервые для себя победил на соревнованиях такого уровня на чемпионате России. Теперь у него полный комплект наград чемпионатов России есть. Петр, мы тебя поздравляем. Ну, по горячим следам, может быть, есть что сказать публике, которая сегодня невероятно тебя поддерживала. Да, спасибо вам и публике, конечно, огромное спасибо. Без вас было бы гораздо тяжелее. Я когда вышел и услышал, насколько громко меня поддерживают, я почувствовал эту зрительскую любовь, и она выразилась в моих четверных в качестве исполнения некоторых кружков хороших. Вот, поэтому спасибо вам большое. Сегодня в последних двух разминках страсти невероятно накалялись, ребята катались на свой максимум один за одним. Ты из тех спортсменов, которые смотрят выступления предыдущих ребят, или ты полностью абстрагируешься? Как ты сегодня настраивался? Потому что, во-первых, зал был очень громким, и, в принципе, по аплодисментам было понятно, кто как что прыгнул и кто как откатался. Ну, я обычно так подглядываю чуть-чуть, чтобы, там, не знаю, одна половина мозга воспринимала информацию, а другая все-таки продолжала готовиться к своему прокату. Но сегодня, честно говоря, было не оторваться от экрана, который там стоит возле раздевалки. Я почти всех спортсменов посмотрел, и правда, были эмоциональные такие качели. Кто-то, от кого не ожидали, выступил, откатал чисто, очень хорошо. Кто-то, может быть, от кого ожидали, не справился с чем-то. И, в общем, я уже кучу эмоций отдал до своего проката и даже чуть-чуть переживал по этому поводу. Но когда зал просто взорвался аплодисментами, еще просто вот когда только я вышел, я понял, что заряд он будет, он полный. Ну вот сейчас нам как раз показывают то, как ты готовился к своей произвольной программе в коридоре. Расскажи, что происходит в голове в этот момент, и прокомментируй прямо свои действия, чем ты сейчас занимаешься. Ну вот в тот момент, я помню, Матвей закончил свой прокат чистый. Там кто-то плачет, кто-то ликует, кто-то аплодирует. Всех показывают, у всех просто какие-то беспредельные эмоции. А тебе в этот момент нужно там вспоминать, куда левую ногу перед луцем засовывать. И это все смешивается. И непонятно даже о чем в этот момент, на чем концентрироваться. Все болельщики уже точно знают, что у Петра Гуменника есть своя тактика определенная. Твоя тактика подготовки к самому главному старту, который мы всей страной ждем. Ну, мне Влад Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять. Вот. Я ему доверяю, он мой друг. Вот. Поэтому стараюсь кардинально что-то слишком сильно не менять, а продолжать работать так же, как я работал до этого.
просто быть скорее умнее, делать работу более умно, чем более объемную, потому что от объема может случиться травма или еще что-нибудь нехорошее. Качеством, а не количеством. Да, можно так выразиться. Петь, ты собрал полную коллекцию медалей чемпионатов России. Теперь у тебя есть и бронза, и серебро, и золото. Какая медаль самая сложная для тебя все-таки была? Ну, все были непростые, все прокаты. На всех я выкладывался полностью, отдавал всю энергию. Но самое запоминающееся, наверное, все-таки вот серебряное. Как ты и говорил, помню, мы общались также после соревнований. Я был расстроен, то что у нас с Женей были одинаковые баллы, но я все-таки стал вторым. Но ты, Макс, сказал, что не переживай, через некоторое время расстройство пойдет, а тот уникальный случай останется в памяти, и он будет скорее даже радовать. И так и произошло. Ну что ж, видите, какие я тоже иногда даю советы нашим спортсменам, чтобы они не отчаивались. Может быть, ты дашь какой-то совет, какие-то пожелания нашим уважаемым зрителям в преддверии Нового года, как поэт, которого ты изображаешь на льду? Ну, в преддверии Нового года желаю вам счастья и собраться со своими близкими, встретиться, чтобы не было, как у Онегина с Татьяной, чтобы вы собрались под Новый год все вместе и дружно отметили. Спасибо большое, Пете, за эти пожелания. Но не могу не спросить, как проходила твоя подготовка к этому чемпионату России. Мы знаем, что ты ездил на тренировочный сбор. Ты звонил, может быть, созванивался после короткой программы, еще какие-то настройки получал от Рафаэля Арутюняна, с которым ты продолжаешь сотрудничать. Да, перед чемпионатом России я потренировался у Рафаэля Владимировича. Он мне там ставил технику, дорабатывал, чтобы прыжки были более качественные. И вот, мне кажется, сегодняшний флип, луц и ридбергер, вот эти самые сложные четверные, получились и правда очень хорошо. Мне кажется, Рафаэлю Владимировичу они бы понравились. Вот. Но мы работали так, чтобы полностью эта работа была завершена к Олимпиаде, потому что когда ты наполовину только еще что-то себе апроприировал, это может не так хорошо работать. Поэтому сейчас вот последнюю неделю я занимался в основном с Вероникой Анатольевной, которая меня очень хорошо знает, уже давно знает мои особенности физические, психологические и прочее. И она мне помогала вот эту технику на меня наложить, чтобы она хорошо работала вместе со мной слаженно. А как тебя настраивали тренеры? Потому что мы видели, что перед прокатом Тамары Николаевны Москвина вместе с твоим тренером Вероникой Дайнеко тебя настраивали. Что они тебе говорили? Тамара Николаевна сказала, что она уходит на важную встречу, вот, но никак не может посмотреть мой прокат, но знает, что по моему трезвому взгляду, точнее, она определила, что я готов и буду показывать только правильные, вот, да, вот тут она это говорила, только правильные движения, и посоветовала только в голове один раз еще все это отрепетировать и уже ни о чем не думать, просто делать то, что я натренировал. А Вероника? Вероника Анатольевна напомнила мне те вещи, над которыми мы работали после короткой программы, вчера на тренировке, на сегодняшней тренировке. Вот, она боялась, что я забуду, но я на самом деле это держал в голове, вот, но она убеждалась в этом. Вот мы уже обсудили, что ты смотрел своих соперников. Ты вообще из тех спортсменов, кому легче выходить на адреналине, потому что есть такое у нас понятие в спорте, как плюс-старт и минус-старт. Кому-то этот физиологический вот этот вот адреналин, он помогает вкручиваться в прыжки и добавляет концентрации, а кого-то, наоборот, сильно разматывает из-за того, что просто-напросто нервничать начинает. Ты вот из какого класса спортсменов? Кому это помогает или все-таки стараешься держаться подальше от такого ощущения? Ну, мне кажется, у всех людей, когда они чувствуют вот этот адреналин, у них физические способности, они улучшаются, увеличиваются, и ты можешь выше прыгнуть, резче скрутиться. И то, как ты это будешь использовать, уже зависит от тебя.
нужно справиться и с волнением психологически, чтобы там ни на чем не зациклиться, чтобы это в плюс сработало. И технично прыгать, чтобы вот это более резкие, более сильные движения тебя не сбили. Так что, мне кажется, любой спортсмен может научиться использовать это себе на пользу. Опять не могу не спросить, как будешь готовиться к Новому году? Осталось буквально чуть больше недели. Какие планы на вот эти праздничные, предпраздничные дни? Планы еще не строил. Завтра отдохну. После этого до Нового года, думаю, покатаюсь, постараюсь как-то больше себе в удовольствие покататься, чтобы это мне приносило радость. Это очень полезно, так иногда покататься, хотя бы там раз в месяц. А потом, уже после Нового года, нужно будет снова вот эту физическую форму нарабатывать, катать много программ, что может быть не так приятно. Вот, поэтому, наверное, наслажусь последними приятными деньками. Наверное, многим зрителям интересно, почему фигуристы на Новый год не отдыхают по много дней, потому что, ну, да, там с 30 по 10 многие, да, не работают. Мы себе такого позволить, фигуристы, не можем. Вот у тебя максимум дней, которые ты можешь отдохнуть без потерь в координации, без потерь в физической силе, без потерь в прыжках. Ну, я, на самом деле, быстро теряю форму. Поэтому мне, наверное, больше недели нельзя отдыхать. Тем более, что потом у меня такой важный старт, и я, в принципе, и так свеж. И мне лично хочется последний вот этот месяц-полтора использовать, чтобы еще себя улучшить в тех моментах, в которых я еще могу. Ну, не могу тогда не спросить про новогодний стол, что позволишь себе, может быть, лишнего съесть на пару мисок оливье больше, чем обычно. Эта тема вообще про тебя? Следишь за тем, как ты питаешься перед главными стартами? Да, в целом слежу за своим питанием, стараюсь есть поменьше, потому что, ну, как-то в последнее время с возрастом почувствовал, что килограммы некоторые могут мне мешать. Вот, и где-то 1,5 года назад, наверное, впервые столкнулся с проблемой того, что лишний вес мне мешает. До этого все-таки, когда был растущим организмом, я не следил. Вот. Но теперь вот научился следить и держать себя в форме. Но впереди самая приятная часть — это награждение, ну и, конечно же, показательное выступление. Каким номером порадуешь публику в этот раз? Это будет сюрприз, но я думаю, вы меня узнаете. Тут уже кто-то подготовился, я вижу. Фанаты всегда готовы. Да, действительно, у Петра Гуменника фанатов огромное количество, и я уверен, что их еще прибавится после этого сезона, где ты так блестяще выступаешь и завоевал путевку на Олимпийские игры. Ты планируешь где-то еще выступать, помимо главного турнира для тебя в твоей жизни в этом сезоне? Да, планирую на главных стартах календаря этого года участвовать, тем более, что вот финал Гран-при России сделан чуть попозже, в марте, поэтому планирую на нем выступить. Еще с Вероникой Анатольевной мы заметили тенденцию, что когда у меня старты идут подряд, то на втором старте я получше выступаю, поэтому думаю над тем, чтобы выступить на чемпионате Санкт-Петербурга в январе. Ну, это действительно будет огромным подарком всем твоим болельщикам и твоему родному городу, ведь ты украшение любого турнира. Но у нас уже совсем скоро начнется награждение победителей, призеров чемпионата России 2026 года, который был таким длинным и таким ярким, и с такими неожиданными результатами буквально в каждой дисциплине. Мы вынуждены тебя отпустить готовиться к награждениям, потому что тебе все-таки нужно еще вновь зашнуровать ботинки и выйти на этот лед уже за самым приятным, за своей золотой медалью. Еще раз поздравляем тебя и не смеем больше задерживать. Ваши аплодисменты, Петр Гуменник. Всем большое спасибо за поддержку. К нам с Евгенией присоединяется Анна Щербакова, которая поделится своими эмоциями от такой невероятной борьбы, от такого накала, который был в этой сильнейшей и не только сильнейшей разминке.
на чемпионате России среди мужчин. Ань, тебе слово. Это правда. Сильнейшая разминка очень порадовала своими выступлениями. И мне кажется, хоть я и не выступала, но даже у меня есть вот это некоторое такое опустошение, когда хочется посидеть, еще подумать и снова переварить эти эмоции, которые мы испытали от произвольных программ наших мужчин-одиночников. Конечно, безусловно, поздравления тройке призеров, но нельзя не отметить Матвея Ветлугина, ну потому что сегодня это просто был прокат жизни. И в короткой программе он справился, и в произвольной, и те эмоции, которые он нам подарил своим катанием, это было просто незабываемо. Так что наши ему поздравления и спасибо за этот прокат. Ну и, конечно, тройка призеров. Про Марка Кондратюка мы уже говорили, потому что он выкарабкивался с довольно дальней позиции и справился с этой задачей. Евгений Семененко, просто очередной раз поклон ему и его чемпионскому несгибаемому характеру, потому что он вновь показал, что вообще любые преграды ему по плечу, что когда он выходит на старт, можно точно не сомневаться, что он покажет максимум того, на что он способен. Были трудности по ходу сезона с восстановлением формы после травмы. И вот к чемпионату России, к главному старту сезона для себя, он подошел в идеальной форме. Он справился тоже и с короткой, и с произвольной программой. И не было, как мы говорим, вот этих выездов, когда он спасает прыжок. Все было сделано уверенно, поэтому только наши аплодисменты и огромное уважение этому характеру, который он сегодня показал. Ну и, конечно, Петр Гуменник. Тут уже, безусловно, наконец-то золото чемпионата России, долгожданное. Я думаю, что для него этот титул сейчас очень важен, очень ценно, что он смог в такой конкуренции, в такой борьбе его завоевать. Да, не безошибочный прокат, но для Пети как раз-таки он исключение на этом старте, потому что для него не это главный старт сезона, и хочется, чтобы прокаты жизни все-таки у него были, конечно же, на его главном старте сезона. Да, действительно, Петр Гуменник допустил некоторые ошибки, которые, может быть, были незаметны для болельщиков, которые не так хорошо понимают, что же было не так. На самом деле, 2 каскада, получились 2-3 вместо из 2 тройных прыжков или четверного и тройного прыжка. Как ты думаешь, все-таки умно Петя делал, что добавлял тройной к этому двойному и не отдавал, скажем так, тех драгоценных баллов, которые мог бы отдать? Это не только умно, это еще и очень сложно, потому что когда ты совершаешь такую ошибку, бабочку на первом прыжке, обычно это говорит, да, о том, что, ну, это неожиданно даже для самого спортсмена в моменте. Естественно, никто не планирует заранее допустить такую ошибку. И в моменте, когда что-то идет не так, настолько быстро, буквально за долю секунды успеть собраться и добавить каскад, так еще и как он сделал последним прыжком с тройным Ридбергером, это очень сложно. И да, пусть это была ошибка, но он сделал все, чтобы максимально вот нивелировать эти ошибки. И то, что он первый с таким запасом, мне кажется, еще раз нам говорит о том, какой вот запас прочности у него есть, насколько сложный набор он катает, который вот здесь позволил даже в такой серьезной борьбе все равно выиграть. Да, правда, Петя в своей произвольной программе, несмотря на ошибки, работал даже не как поэт четко, а как настоящий математик, складывал уравнения и в итоге досчитался всех каскадов, что на самом деле большая редкость, когда спортсмен срывает один из каскадов, и если вдруг дальше идет вращение, я просто по себе знаю, что ты вращаешься, и ты уже не считаешь обороты, ты не думаешь о том, на какой уровень ты сейчас делаешь это вращение, ты думаешь о том, ты просто считаешь в голове, что где, куда мне нужно добавить, чтобы, ну, хотя бы не потерять баллы. Даже там не идет речь о том, чтобы добавить баллов в себя, просто хотя бы не потерять. Это действительно очень сложная задача, с которой справляются немногие. И вот Петя, несмотря на высокие ожидания, собрался, не испугался, пошел и все сделал настолько, насколько он мог. Да, ну и возвращаясь, наверное, все-таки нужно, возвращаясь к произвольным программам наших мужчин, я имею в виду, нужно вспомнить про Евгения Семененко еще раз, я думаю, потому что все-таки выдал он 2 чистые программы, и короткую, и произвольную, и шикарный четверной Ридбергер показал сегодня в произвольной программе. Это тоже один из старших квадов, как это мы любим называть. Вот этот характер Евгения Семененко, мне кажется, что без такого характера невозможно занимать высокие места. Это вопрос с Кани, потому что какой характер был у Анны Щербаковой. У меня сложилось впечатление, что у Жени Семененко есть зубы на лезвиях, потому что то, как он вынимал каждый прыжок, при этом делал его чисто, это просто огромное впечатление.
Да, это было видно и на этапах Гран-при. Более того, не первый сезон мы можем наблюдать за тем, что у Жени и вправду характер чемпионский. Он не отдает ни одного своего проката, ни одного элемента и абсолютно вот всегда работает на пределе своих возможностей. Вот в этом точно можно не сомневаться. Поэтому, наверное, я думаю, что у любого спортсмена из любого вида спорта всегда огромное уважение к людям, которые вот этот характер готовы демонстрировать из раза в раз. Ну, что я могу сказать, дорогие зрители? Все хорошее рано или поздно заканчивается, к сожалению. Но впереди самая приятная часть – это церемония награждения наших победителей и призеров.